Легкий роскошный дизайн, большой композитный динамик на 13,4 мм, прослушивание звука Hi-Fi уровня с чипом Cadence Hi-Fi 5, реалистичный пространственный звук, Bluetooth версии 5.3, мультипоинт до 2 устройств, режим низкой задержки звука, время автономной работы до 25 часов вместе с боксом, и это только малая часть того, что нам обещает производитель в рекламе к наушникам под названием Oppo Enco R2. Сколько же у них наименований у этих Oppo, правда? Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в упаковке из тонкого картона с громким слоганом «Hear the Wonder», что дословно переводится как «услышать чудо». Слоган громкий, но о качестве звука чуть-чуть позже. Также на коробке есть краткие характеристики и изображения наушников. В комплекте же мы имеем бокс, вкладыши и краткое руководство. Кабель для зарядки не положили, за что огромный минус. Уж с экономией они переиграли, по-моему. Весит один наушник 3,8 грамма, а бокс 30 граммов. Габариты бокса 51 на 56 на 26 мм, а наушников 32 на 17 на 17 мм. Звуковод овальной формы с обыкновенной сеточкой. Но хорошо наклеенный, за что отдельный плюс. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться еще на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там 16 тысяч человек, есть вопросы по железу, пишите туда. И мой личный телеграм-канал, где мы каждый день общаемся по поводу различных новинок, которые я тестирую, которые вы потом видите на этом и на лайв-канале. Все розыгрыши в конце месяца. Полетели. В продаже имеется одна версия наушников в золотисто-сером цвете. Основная часть бокса белая, изготовлена из матового, не маркового пластика, а крышка золотистая и глянцевая. Материалы хорошие, сборка качественная. Кстати, подобный дизайн Oppo используют часто, но он все так же актуален и по мне приятен глазу. Напишите, вам дизайн такой нравится или нет. Бокс компактный, в кармане не мешается. На корпусе расположили разъем для зарядки Type-C, надпись Oppo с лицевой части и LED-индикатор. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, крышка в открытом состоянии фиксируется, что удобно. Люфт у крышки отсутствует. Хлопок при закрытии бокса звонкий, внутри находится два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом, а также краткая характеристика мелким шрифтом. Наушники в боксе гуляют. Магниты, удерживающие наушники, хорошие. Если постараться вытряхнуть наушники с закрытым боксом, разумеется, они не вылетят. А с открытой крышкой бокса я пытался вытряхнуть их пару минут, и у меня это так и не вышло сделать, что очень даже хорошо. Но лучше все равно быть осторожнее. Вынимать наушники из бокса довольно легко и удобно, крышка не мешается. Переходим к наушникам. Форм-фактор вкладыши, как вы уже поняли, эргономика наушников уже всем известная, посадка отличная. При длительном прослушивании музыки уши не устают от слова совсем, так как это очень легкие наушники. Если потрясти головой, то они могут вылететь, но нужно будет прям сильно постараться. На корпусе расположили контакты для зарядки, микрофон, маркировку левого и правого наушника и сенсорной области, которая обозначена небольшим углублением. Из тапов доступна плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, управление камерой, вызов голосового помощника, включение игрового режима и регулировка громкости. Одиночный тап отвечает за плей-паузу, его можно отключать. В целом, даже с одиночным тапом ложных срабатываний у меня не было. Настроить полноценно все команды в приложении не выйдет, там есть разграничения по нажатиям. Что-то доступно только для одного тапа, что-то для двойного, а что-то на удержание. Само управление удобное, на касание наушники откликаются хорошо. Команды в наушниках сопровождаются системными звуками без озвучки голосом. Это, наверное, даже тоже хорошо. Летим дальше. Установлен процессор Cadence Hi-Fi 5 для обработки звука. Оснащены наушники динамическими драйверами на 13,4 мм. И, будучи бюджетной моделью, Enco R2 поддерживают только аудиокодеки SBC и AC, что в принципе неплохо. Частотный диапазон стандартный от 20 Гц до 20 кГц. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается, по одному работают, но есть небольшая задержка при переподключении. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Также есть полноценный мультипоинт до 2 устройств, работает он корректно. Минус за то, что нет датчиков автопаузы. Также на борту нет активного шумоподавления, но есть функция Oppo Alive Audio для объемного звучания с эффектом присутствия, но без отслеживания движений головы. В приложении его можно включить или выключить, но при включении звучание становится слегка хуже, и, разумеется, данная функция работает только в приложениях, где она поддерживается. Bluetooth версии 5.3 уже не новый, но очень актуальный. Через одну стену наушники не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна. В игры задержка с включенным игровым режимом еле заметная, играть в целом комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране.
Микрофон с шумоподавлением и чувствительностью в 38 дБ отрабатывает неплохо, примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Oppo NK-R2, и я думаю, да, вы уже поняли, что они много на чего похожи, но в принципе от Oppo много на чего похожи наушники, они клепают их плюс-минус одинаково. Вот так они примерно будут у вас работать, но напоминаю, что при любом раскладе, если у вас есть смартфон, микрофон этого смартфона будет работать намного лучше, чем любые наушники, которые бы вы приобрели. И это неоспоримый факт, особенно если вы будете разговаривать, физику в тысячный раз, повторяюсь, никто не отменял. Так что какие-то плюсы, разумеется, будут, в первую очередь мобильность, но особой радости собеседнику разговора через микрофон не прибавят. Опять же, если вы думаете, что, допустим, микрофоны хорошие в петличках, да, но там и размер. Вот представляете, что у наушников будет, как у петличек, размер микрофона беспроводного. Вот тогда все будет плюс-минус одинаково. Плюс еще микрофоны обычно крепятся на том месте, где источник звука лучше отрабатывает, а не в район уха. В целом, вот так будут работать ваши микрофоны. Для полноценного использования нужно установить приложение стандартно для Oppo Hey Melody. Приложение удобное и интуитивно понятное. На стартовой странице с подключенными наушниками мы имеем заряд наушников в процентах по отдельности. Заряд бокса также отображается, но только когда он открыт и в нем находится хотя бы один наушник. Далее есть эквалайзер NK Master с 3 предустановками звучания, но кастомного эквалайзера нет. После этого идет Oppo Alive Audio, игровой режим, двойное соединение, поиск наушников и обновление прошивки. Кстати, обновление на наушники не приходило до сих пор. Летим дальше. Емкость аккумулятора бокса 300 мАч, полный цикл зарядки наушников у бокса около 2 часов. Беспроводной зарядки у бокса нет, что неудивительно за эти деньги. Наушники можно перезарядить от бокса 3,5-4 раза. Саморазряд у бокса я не обнаружил. Емкость аккумулятора одного наушника 27 мАч, полный цикл зарядки наушников занял около 1 часа 15 минут. Заряд наушников равномерно. Отыграли наушники на 65% громкости по кодеку AAC примерно 5 часов 30 минут, что в целом хороший результат. Быстрая зарядка на борту, 10-15 минут подзарядки наушников в боксе, далее около 2 часов прослушивания музыки в тех же условиях. С боксом данная пара отыгрывает в общей сложности 24-25 часов. Далее, водонепроницаемость класса IP54, плавать вместе с ними, разумеется, нельзя, но пота и дождика они должны не бояться. Я окунул их на 30 секунд в воду, что не советую вам делать, но мой экземпляр выжил и весь функционал остался рабочим. Звучание. Мне громкости более чем достаточно, звучание хорошее для вкладышей, они неплохо справляются с низкими частотами, в целом звучание хорошо детализировано и имеет отличный баланс. Середина проработана, верха звучат отчетливо и приятно, даже без предустановок. Также не забывайте играться с эквалайзером. Мне лично больше нравится рекомендованный режим, он банально более сбалансирован. В общей картине данная пара звучит приятно и качественно, учитывая их стоимость. Минусы: Oppo NK Live Audio ухудшает качество, нет датчиков автопаузы, нет комплектного кабеля для зарядки, нет кастомного эквалайзера. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Всем, кто поставит лайк этому ролику, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Не особо это популярные вещи, но я уверен, что если кто-то их смотрит, они значит интересные. И если вам интересно, чтобы я обозревал все, не забываем об этом писать. Резюмирую. Во-первых, наушники Oppo NK-R2 это почти то же самое, что наушники Oppo NK-R3. Пару изменений в дизайне и пару технических характеристик, и Oppo NK-R3 на пару долларов дороже. На этом, в принципе, отличия заканчиваются. Обязательно посмотрите обзор на Oppo NK-R3 для сравнения на канале. А во-вторых, за свои деньги Oppo NK-R2 отличные наушники с хорошим звуком, с отличной автономностью работы, отличным дизайном и удобным боксом. Девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.